Приветствую вас, дорогие друзья! Снова мы встречаемся на моем новом канале. Пожалуйста, не забудьте подписаться на этот канал. И сегодня мы поговорим о том, что нужно делать с вещами умершего человека. На самом деле очень много страхов по этому поводу, очень много забобонев, как у нас говорят. И люди теряются, не знают, как себя вести, думают, что эти вещи могут принести им какой-то вред. Поэтому в этом видео мы разберемся с этим. Итак, наверняка все вы видели где-то по телевизору, там в ютубе какие-то фрагменты работы экстрасенсов, когда экстрасенсы берут определенные вещи, там человека, живого или умершего, и, настроившись на эту вещь, могут о нем рассказать. Действительно, это явление существует, и называется оно психометрия. И все профессиональные экстрасенсы, в общем-то, используют этот метод, потому что вещи хранят энергетическую и информационную память. И взяв определенную вещь, можно считать информацию о том, кто был этот человек, как он выглядел, как он себя чувствовал, какие события происходили в его жизни. Любая, не любая, некоторые вещи, они хранят эту информацию. И человек, который умеет ее считывать, у которого эти каналы раскрыты, он может это сделать. Но есть вещи, которые хранят эту информацию, а есть вещи, которые не хранят, которые не годятся для этого. Давайте разберемся, какие вещи могут нести энергию и информацию человека. Во-первых, это одежда и аксессуары, которые имеют постоянный контакт с телом. Эти вещи всегда вбирают в себя информацию и судьбу этого человека. Потому что тело, оно, в общем-то, настолько Богом интересно создано, что вся информация в этом теле есть. Она записывается между клеточками. Записана информация, мысли человека, переживания, его судьба. И, конечно, вещи, особенно натуральные ткани, натуральные какие-то материалы, они как бы наматывают на себя эту информацию. Также это могут быть те вещи, которые имели для человека значение такое, эмоциональное значение, которое он как бы хранил как память. Например, это может быть какой-то подарок любимого человека, либо же там вещь, которую он купил себе за первую зарплату. Да? Значимая какая-то вещь. Вещь с памятью, с историей. Вот правильно сказать. Предмет с историей. Такой предмет тоже может очень много рассказать о вашей жизни и даже о жизни ваших предков. Если это вещь, которая передается из поколения в поколение, то она может рассказать даже историю жизни рода. Например, я недавно был в монастыре, и там, значит, был сосуд. Такой большой сосуд, в котором варят еду. Варили раньше еду. Глиняный сосуд. Одной из монахинь. И он передается из поколения в поколение. Я как бы ради эксперимента взял этот сосуд в руки и рассказал ей о том доме, где стоял этот сосуд, кто жил в этом доме, сколько там было детей, сколько было взрослых. И это все совпало. Потому что эта вещь, она как бы имеет такую память за собой. Это вещь с историей рода. Она передается из поколения в поколение. Если взять просто какую-то вещь, которую вы купили вчера, какую-то ерунду, там, статуэтку, конечно, никакой экстрасенс с нее ничего не считает, потому что она ничего и не запомнила. И там множество информации. Кто-то трогал, кто-то хотел купить, посмотрел, передумал, поставил. Где-то эта вещь находилась, где-то она ехала, что-то она видела. И как бы в ней этой информации не будет. Теперь давайте поговорим о том, что же делать с вещами умерших. Потому что, как я уже сказал, многие люди не знают, выбрасывать, сжигать, что делать, какие вещи выбросить. Все
стоит их передавать или не стоит. Давайте я расскажу вам свое мнение, свое видение этого вопроса. Итак, сжечь или как-то уничтожить нужно следующие вещи. Это одежда, в которой умер человек, которую он носил вот последнее время до смерти. Это постель, на которой он умер. И даже я бы рекомендовал избавиться от дивана или же от матраса, на котором умер человек. Почему? Ну, я расскажу вам случай из практики. Ко мне обратилась, это был личный прием в Луцке у меня, и обратилась женщина. Я проводил ее консультацию, и один из вопросов у нее был, что в последнее время у нее стали болеть суставы. И когда я настроился на ее суставы, я увидел, что они имеют как черные такие пятнышки внутри себя. Плечевые суставы, там, тазобедренные. И я дальше задаю вопрос, откуда, что это такое? И вижу, что она спала на каком-то диване, который вот в этих был черных пятнах. И понимаю, что на этом диване кто-то умер. И женщина вспомнила, что недавно вот она была дома, как-то себя плохо почувствовала и прилегла на тот диван, на котором она никогда не спит. Просто не в кровать, да, чтобы не расстилать, а легла на диван. На диван, на котором умерла ее мама. А у мамы были как раз-таки вот эти проблемы с суставами. И получается, что она как бы, когда она встала с этого дивана, она часть вот этой болезненной информации болезни этих суставов, взяла на себя, и ей стали болеть эти суставы. Когда она это осознала, мы, пропустили через нее такой энергетический луч очищения, и, в общем-то, ей это помогло. То есть от этих болей она избавилась. Потому что там, конечно же, нету серьезных повреждений. Это не артрит, это не артроз. То есть сам сустав, он не разрушен. Просто вот он там какое-то время у нее болел из-за того, что она взяла вот эту информацию. Также я бы рекомендовал выбросить стакан, с которого человек пил последнюю воду, полотенце, которым вы вытирали покойника, которым он вытирался перед смертью, одеяло, которым он накрывался. Почему это нужно делать? Все же смерть – это сумасшедший выброс энергии. Во время смерти как бы сгорает последняя энергия. И, естественно, люди умирают не просто так. Здоровыми у нас не умирают. Умирают больными. Поэтому лучше от этого избавиться. А все остальные вещи покойника, то есть это там его телефон, очки, там, не знаю, его машина, его ручка, его там письменный стол, вот такие вещи, которые, скажем, с которыми он не соприкасался в момент смерти, их можно использовать, их можно кому-то отдать, подарить, или же даже продать, если их кто-то купит. Потому что они не несут вот этой негативной отрицательной информации. Но здесь важно, если вы эти вещи оставляете, то есть, например, там зеркало, да, вот зеркало, которым пользовался этот человек, или украшение. Часто, если женщина, да, там остаются серьги, там кольца какие-то, браслеты, что-то, понятное дело, уходит там с покойником, хоронят покойника, да, как-то стараются его украсить, а что-то остается. Вы можете этим пользоваться в том случае, если вы все время не будете ассоциировать эту вещь с покойником. Если вы все время не будете думать, что ой, вот это вещи моей бабушки или моей мамы, или моего отца, а вот, может быть, это навлечет на меня болезни, может быть, это будет забирать мои силы. В таком случае вы сами будете сливать свою энергию. И здесь тогда лучше этого не делать. И вообще я бы рекомендовал те вещи, если же это там были, например, серьги, которые были в момент смерти,
и вы там их не положили в могилу, их лучше переплавить. Вообще, все драгоценности их лучше переплавить, потому что огонь, он трансформирует. То есть, когда вы переплавите эти сережки или это серебро, то тогда вы получите абсолютно чистый такой материал, продукт, можно сказать. Да? В них не будет никакой отрицательной и положительной энергии. Они будут как бы с нулевым зарядом. Вот. Все. В общем-то, остальные вещи все можно использовать, потому что умирает все-таки только тело. Нужно понимать, что ничего такого страшного в использовании этих вещей нет, потому что умирает тело. Но на моем канале мы будем много еще говорить о смерти, о том, что происходит с душами умерших, как человек умирает, как это видно в ауре человека, как это видно вот, при помощи ясновидения. Поэтому не забудьте подписаться на канал. И если это видео будет полезно кому-то из ваших близких и знакомых, отправьте это им. Умирает только лишь тело, поэтому все, что соприкасалось с телом, то, конечно же, будет вот иметь вот этот мощный все-таки отрицательный заряд, потому что это болезни, это разложение, это очень неприятный на самом деле процесс. А все остальное можно использовать. И я думаю, что вашим близким будет даже в радость, что вы будете пользоваться какими-то их вещами и иметь добрую память о них. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте со своими близкими при жизни, поддерживайте их, пусть они поддерживают вас. Всех вам благ и до новых встреч на моем канале.